Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Я с вами поделюсь, как связать такую необычную кофточку с необычным регланом сверху с круглой глубокой горловиной. И когда схематично посмотрим сверху, друзья, вот наша регланная линия перед и на спинке. И регланная линия у нас, наша горловина, ровно делит на две части. И это две части у нас образуются две рукава. По ходу оформления регланной линии здесь добавляем петли обе стороны и образуем перед и спинку. И на рукавах узор, друзья, у нас начинается после горловины и вяжется до конца, до манжетки. Узор называется клубника. И вязывание мастер-класс этого узора есть видео на моем канале. Можете сперва посмотреть это видео, изучить, как вязать этот узор. И можете приступить к вязанию этой кофточки. В этом необычном реглане, друзья, вывязывание ростка тоже осуществляется необычным путем. Ввязывание укороченными рядами по спинке и по переду. А размер кофточки спокойно можете корректировать на свой размер. Если вы добавляете длину регланной линии и больше добавите петли в подрезе, у вас размер увеличится. И можно, наоборот, уменьшить размер. И горловина, и манжетка рукава, и подол кофточки я оформляю резина 1 на 1, только лицевые петли вяжутся скрещиванием. И они получаются вот таким образом. Манжетку я края закрыла простым методом, а подол кофточки я закрыла с иголкой. Насчет как закрыть края резина 1 на 1 с иголкой есть у меня видео на канале. Можете там посмотреть. Друзья, вязание этой кофточки получается вот такая схема. Спинка, перед и рукава. В нашем необычном реглане регланная линия делит на ровные две части горловины. И спинку и перед мы образуем на счет оформления регланной линии. А эти петли у нас будут правые и левые рукава. Соответственно, по размеру 70 сантиметров горловины получается 184 петли. Насчет этого у меня есть отдельное видео, как рассчитать петли на размер. Посмотрите это видео, и вам будет здесь понятно. И эти петли мы должны распределить. От 184 петли по одной петле мы разделяем для центральной петли спинки и для центральной петли переда. И у нас остается 182 петли. Это когда мы на ровной части разделяем. Правая рукава у нас будет 91 петля и левая тоже 91 петля. И эту 91 петлю мы разделяем на 10 частей. И соответственно одна часть у нас будет петли плечи, 9 петель. 4 части будет петли спинки, 36 петель. И 5 частей петли переда, 46 петель.
значит, спинная часть рукава будет 36, область плечи будет по 9 петель, и передняя часть рукава будет 46 петель. И с левой стороны тоже пойдут аналогично. Для образования ростка спинную часть рукава 36 петель делим на 18 части. И у нас получается по 2 петли. А переднюю часть делим на 6 частей. И у нас, соответственно, будет петли определяться 8, 8, 8, 8, 7, 7. И с этой стороны тоже аналогично таким образом. И мы вот этот росток провяжем укороченными рядами. 2 петли вот отсюда начинаем, вяжем, поворачиваемся и разворачиваемся, и укороченными рядами мы здесь образуем росток. Когда закончим спинку, мы переходим на перед. И перед тоже вяжем укороченными рядами и образуем росток. Это я все вам на практике подробно покажу. Вам кажется, это немножко трудновато, но когда мы провяжем, вам будет все понятно. Когда мы вяжем здесь росток укороченными рядами, будем вводить петли в узор, и заодно мы здесь оформляем наши регланные линии. По форме этого реглана, видели, узор вяжется на петли рукавах. И у нас по 91 петель. Это 91 петель попадает на 4 раппорта узора. Узор раппорт имеет 22 петли. 4 раппорта у нас будет 88 петель. И одну петлю мы добавляем для симметрии в конце 4 раппорта. И 2 петли мы добавляем по краям для кромочной. И у нас всего получится 91 петель. Вводить петли в узор. Я приготовила такие схемы, друзья. При помощи этой схемы включаем в узор. Вот спинки справа и для спинки слева. Здесь еще маленькая табличка я даю для переда справа и для переда слева. Мы должны начинать спинку, узор с 19 ряда. Когда мы закончим росток по спинке, и мы переходим вязание росток по переду, тоже мы начинаем с 19 ряда. Вот когда спинку мы закончим, доходим до 7 ряда. А когда закончим росток по переду, здесь тоже мы доходим до 7 ряда. Итак, у нас ряд узора будет совпадать со спинкой и по переду. На спинке при оформлении регланной линии в течение 30 накидов набираем через ряд, потом начинаем набирать на каждом ряду. А по переду набираем накиды с обеих сторон по 6 накидов через ряд, и потом мы продолжим набирать накиды на каждом ряду. И у нас, когда мы вяжем 60 ряд с обеих сторон, количество петель спинки и переда будут равны. Чтобы иметь размер 48, должно быть 111 петель на спинке, 111 петель по переду. Тогда мы уже отделяем рукава, добавляем определенное количество петель для подреза, и мы будем тогда отдельно вязать тело кофточки. Это я вам все покажу на практике. Теперь, друзья, мы вот эту готовую нашу схему отмечать будем своими маркировками разноцветными. Регланные линии спинки, петли плечи отделим, регланные линии переда и левую петли плечи. Вот я заранее приготовила горловину резиной 1 на 1. И лицевые петли я провязала скрещиванием, друзья. И у меня получается такая горловина. Резина 1 на 1. Когда я закончила горловину, друзья, один ряд по кругу провязала лицевыми петлями и поставила свои маркировки. Вот когда посмотрим вот таким образом, друзья, вот здесь отметила петлю спинку с черной маркировкой, потом 36 петель у нас отделяется вот бежевой маркировкой,
Это у нас петли плечи вот с обеих сторон. И петли переда отделила с красной маркировкой. И дошла опять сюда. И второй ряд опять я вязала лицевыми петлями. И пришла вот до бежевой маркировки. Это начало правой плечи. Я здесь отрезаю нить. И я буду начать вязание вот отсюда, где у нас есть 2 петли до черной маркировки. И подкрепляю нить вот сюда, где 2 петли остаются до черной маркировки. И теперь вязание у нас начинается вот отсюда. Каждый раз укороченными рядами с обеих сторон мы добавляем по 2 петли. И сейчас я вам все на практике покажу. Еще когда подобавляем петли, еще вот эти добавленные петли мы выводим в узор. И сейчас мы начнем спинку справа. Вот 2 петли вяжем, изнаночная петля и кромочные петли всегда у нас вяжется лицевая петля с скрещиванием. До черной маркировки здесь 2 петли. Мы должны вязать здесь узор. Сперва мы здесь подкрепим нашу маркировку, чтобы пока это у нас показало, что у нас провязано для ростка 2 петли. Первая петля у нас изнаночная петля по схеме, а вторая петля лицевая провяжем скрещивая таким образом. И после черной маркировки мы берем накид и центральная петля спинки до черной маркировки опять берем накид. И здесь тоже мы посмотрим спинку слева, это по рукам. Здесь тоже вот начинается петля лицевая скрещивая и изнаночная. Провяжем лицевую петлю скрещивая. И следующая петля изнаночная. Поворачиваем нашу работу. Теперь мы вяжем на изнаночной стороне. Сюда ставим маркировку. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и протянем нить, образуем 2 ножки петли. Таким образом. Это очень необходимо, друзья, потому что когда в следующий раз мы здесь будем включать еще 2 петли, чтобы между этими петлями не образовалось большое расстояние. Кромочные петли изнаночной стороны провяжем обычной изнаночной. Скрещивать не обязательно. И петли регланные тоже изнаночной петлей. И после маркировки опять у нас кромочная петля. Мы провяжем изнаночной петлей. И следующая петля у нас лицевая петля. Мы вяжем лицевой петлей. Вот здесь мы маркировку пока убираем. И здесь добавим 2 петли. И мы поворачиваем нашу работу. Здесь поставим маркировку. Мы опять находимся на лицевой стороне. Спинка справа. Посмотрим схему, как будем вязать. Теперь мы вяжем 21 ряд узора. Как вяжем? Лицевая, изнаночная, лицевая и лицевая скрещенная. Первую лицевую мы берем на спицу, не провязывая. Образуем 2 ножки, протянем нить. И следующая петля у нас изнаночная. Вяжем изнаночной. И лицевая. Кромочную петлю мы вяжем скрещивая. После маркировки берем накид. Все петли лицевые, петли спинки. Опять до маркировки берем накид.
Теперь мы вяжем узор на левой стороне спинки. Посмотрим схему. 21 ряд. Скрещенная лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот это мы провяжем скрещенная, лицевая. И здесь мы образовали две ножки. Вы помните, эти две ножки мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны обе ножки и провяжем. Теперь здесь мы добавим еще 2 петли. По схеме у нас это изнаночная и лицевая. Ставим маркировку и поворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне первую петлю берем, не провязывая, протянем нить, образуем 2 ножки и петли провяжем по рисунку. А накиды провяжем изнаночными петлями. Опять дошли петли 2 ножки. Это мы вяжем таким образом. Захватим 2 ножки и провяжем изнаночной петлей. Должны добавить 2 петли. Пока убираем нашу маркировку, добавляем 2 петли и поставим маркировку и поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Опять на лицевой стороне мы ввязываем узор с обеих сторон и оформляем регланную линию. Как вы здесь видите, мы накиды добавляем только на лицевой стороне. Посмотрим схему. Спинка вправо. Теперь мы вяжем 23 ряд узора.